Здравствуйте, дорогие мои подписчики, здравствуйте, гости канала, всех рада приветствовать. Давайте посмотрим сегодня сильное пророчество от вашей судьбы. Вот что карты сегодня расскажут, что-то интересное, наверное, потому что именно, да, хочется посмотреть. Вот мне такое вот пришло сейчас послание, да, пророчество от вашей судьбы. Хочется знать, что наконец-то врывается в вашу жизнь, что наконец-то, может быть, будет меняться, осуществиться, как-то с тормоза какого-то сойдет, да. Но больше я еще до расклада прочувствовала, что у вас самих что-то меняется, и на это надо обратить внимание. Давайте смотреть, да? Давайте смотреть. Так, думайте про себя, о себе, о своих каких-то мечтах, может быть, даже, да, планах. И имя свое скажите. И имя свое скажите. Сейчас посмотрим, что карты про вас расскажут, как они вас опишут на сегодняшний день. Что-то вроде сигнификации, да? А потом потихонечку и к раскладу переходим. Ну, так скажу, что этот расклад не просто так. Не просто будут слова, там карты, да, это зеркало вашей истинной судьбы. Реально, это зеркало вашей истинной судьбы. У вас какие-то двери, которые открываются. Идет скрип. У вас дома скрипят какие-то двери? Когда будете смазывать или там пшикать, да, кто как делает, скажите, что это двери вашей судьбы, которые открываются в будущее, и вы их чините. Вот свое что-то пожелайте. Просто смажьте. Вот реально. Мне такое видение пришло. Просто двери, которые скрипят. Но они ассоциируются с очень сильным потоком энергии, который тоже не должен скрипеть в вашей жизни. Поэтому, когда будете смазывать свои двери, если такое есть, да или просто так пшикните там, скажите, что вы хотите, как вы хотите, чтобы дальше шло. Просто своими словами. Волшебные слова скажу в конце расклада. Не по поводу дверей, а по поводу защиты. Вот. А по поводу дверей нет, здесь не надо волшебных слов, ни ритуала, а здесь просто скажите то, что вас грузит. Чтобы, да, и в вашей жизни, и в вашей судьбе, и в ваших каких-то дорогах не было вот этих скрипов, которые нервируют. Образно говоря. Я думаю, вы поняли. Образно говоря. Если вообще хотите. Если нет, все. Если нет, нет. Я увидела эту картинку, я вам передала. Дальше. Вы человек на сегодняшний день с таким вот подходом к ситуациям более-менее умеренный. А вы действительно меняетесь. Знаете, здесь идет, меняетесь, кстати, к лучшему однозначно. Потому что время пришло по пятерке мечей сдвинуть все с мертвой точки и сдвинуть все и как-то выйти из каких-то иллюзий и заблуждений по пятерочке. Здесь как разрезать руки и открыть себе путь, а вот эта карта умеренности говорит, что время застоя, оно заканчивается. Знаете, что еще может здесь свидетельствовать? О, тут тоже вот такое идет, есть такое, есть. Меняется внутри вас что-то. Вам может, ну как знак, какой-то вот знак свыше, да, у вас может быть недавно поменялось ощущение вкуса к какому-то продукту. Вот всегда кушали, а тут вдруг не хочется. Либо наоборот. Никогда не кушали, потому что запах не нравился там или еще что-то, вид его, а тут вдруг захотелось. Вот перемена вот в таком, это уже знак, что внутри вас меняется какая-то
Давайте я образно скажу молекула, допустим, да, я в этом не разбираюсь, я не медик, и там и еще что-то, да. Но это как ассоциация идет. Образно, опять же, как всегда говорю это слово, ну, вот так говоря, да, вот что-то как-то меняется. И это важно. Это наконец-то реально пришел конец какому-то застойному жизненному пути, если такой был. Может быть, не всегда, естественно, а периодически, но он не нравится, не хочется, чтобы так было. Слушайте, здесь идет плавность мышления, здесь идет принимание и понимание того, что раньше не понимали. Здесь идет как будто бы переворот вашего мышления по поводу определенных ситуаций. Либо вы узнали больше, чем должны были знать о чем-то, либо вы наконец-то поняли, как, что, когда, и уже пора двигаться. Это карты сильные. Если бы тут вышла 7 мечей, то была бы загвоздка в обманах, хотя обманы вокруг вас существуют и присутствуют. Но все равно вы бы себя обманули и стояли бы, топтались на месте. Нет, здесь 5 мечей. 5 — это иллюзия. Иллюзия, которая разгоняется, и наконец-то пришло время от этого всего избавляться и действительно какую-то плавность в себе открывать. Вселенная меняет вас на подсознательном уровне, но знаки есть. Где-то скрипит дверь, реально, вот знак. Где-то действительно у вас поменялось желание что-то кушать или не кушать, да, как-то поменялось. Еще что-то может резко поменяться. Вот раньше так, а сейчас так. Точно знаете, вот пришло время. Вселенная тебя меняет. Но вы человек, который умеет дарить любовь, но и в то же время вы человек, который... Ну, здесь император вышел. Здесь больше, как говорят карты, вы сильнее императора, вы умнее императора. Вот так карты хотят сказать. Возвращайте себя к себе. Вы не мужчина. Если вы женщина, да, вот смотрите, вы не мужчина. Вы женщина, но вы сильнее мужчин, которые были с вами. Если мужчина меня смотрит, то вы сильнее, чем вы думаете. Потому что кто сейчас пришел на мой расклад, реально вас притянули эти высшие силы, Вселенная. Потому что, видимо, для вас здесь будет ответ на какой-то вопрос, либо чтобы открылось какое-то понимание. Мне нравится начало этого расклада, потому что я чувствую эти энергии. 8 кубков. То, что ушло, возвращается. То, что ты откинула, возвращай. Да, около тебя были люди, которые путали, которые делали больно, которые сбивали с панталыку, которые считали себя и даже считают до сих пор умнее, а ты молчи. Нет, это не про вас. Это не про вас. Ваш внутренний мир, он реально вот такой, спокойный и сильный. И вам все равно до того, что будут про вас говорить. Вы выходите из иллюзии каких-то событий. Для вас открывается что-то очень новое, реально открывается, как заживающие раны. Но вы пережили развод, пережили разрыв болезненный с мужчиной. Вы кого-то потеряли, и очень долго сердце вот болит и болит.
из-за этой потери. Вы человек, который действительно умеет любить, но не все это ценят. А вот это обидно. А вот это очень обидно. Не все это ценят. Такое впечатление, что вот вы идете по жизни, и вы такой человек, о котором мечтают. Но почему-то те, которые мечтают, где-то в стороне, а идут просто те, которые разбивать могут. Но вот время пришло, и Вселенная меняет вас и ваш путь. У вас развязываются руки на какие-то очень хорошие события в вашей жизни. Любите путешествовать, но давно нигде не были, да? Либо были, но не совсем понравилось. Как хотелось бы, не так все пошло. Может быть и такое. А может быть, да, вы застряли в жизни, которая закрыта немножко. Но не из-за того даже, что вы делаете либо не делаете, а из-за того, что есть внешние ограничители, от других людей, от ситуации какой-то. И вам хочется начать все заново, начать вот тот период, который у вас остался в голове, в памяти, когда вам реально было хорошо, а в вашей жизни вам было хорошо. Вы хотите немножечко вернуть то время, но все равно вы другой человек. Вы бы по-другому многое говорили, делали, воспринимали. И вот это время наступает. Только оно не прошлое, оно настоящее и будущее. То, которое вас действительно будет радовать. Здесь 4 направления, даже 5, могу сказать, 5 направлений, которые вы преодолеете и преодолели уже кое-что. Как это понять? Опять же скажу, открывается для вас какой-то пятиугольник событий. 5 желаний будет исполняться. 5 жезлов. Новое знакомство. Я вижу по этой карте, кто-то из вас, это уже как бы даже идет уже в расклад, уже пророчество от вашей судьбы. Либо вы за границей где-то от своего дома далековато, да, от своего родительского дома, допустим, или просто от своего дома. Либо вы собираетесь куда-то поехать, но за границей вам по судьбе написано. Вот такое мне идет по 5. У вас появится возможность поехать за границу, либо... Сейчас. А вы все равно, вы по жизни в своем доме. Но смотрите, давайте так скажу, так как расклад общий. Что я здесь увидела? Луна, 3 пентаклей и 5 жезлов. Здесь вот ваша родовая связь, она очень сильная. И вы сделаете свой дом счастливый там, где вы захотите, где у вас реально будет все хорошо. Скучаете по какому-то месту, по каким-то людям. За границей, да, у вас появится возможность либо оттуда уехать уже домой, если это ваше, либо там основать свой дом, либо вы хотите куда-то поехать, просто даже в отпуск, да, или куда-то поотдыхать, или к каким-то близким, родным людям съездить. Это тоже у вас на пороге. Поэтому я вижу здесь за границу. У каждого это свой путь, так как расклад общий. Вот. Но на сегодняшнем раскладе это вышло. Значит, если у вас есть вопрос по поводу заграницы, да, вы это сделаете, возможность появляется. В вашу жизнь приходит гармония. Дайте-ка соберу заново. Я сейчас возьму другую колоду.
Кстати, часто спрашиваете, что это за колода, вот коробочка. Оракул соблазна. На всякий случай, да? Так, оракул, давай рассказывай. Уют. Ну, я же говорю. Уют. Карта уюта. Вы это любите. И это в вашей жизни как и стимул жизни, и вообще стержень жизни. Вы любите уют, а вот если просто бытовое смотреть, да, вы любите уют. Без того, чтобы был уют, просто прийти переночевать дома и куда-то бежать, это не ваше. Не ваше по вот этим картам. Я чувствую ваше присутствие здесь на раскладе, как будто мы в одной комнате сидим, да, на кухне где-то чай пьем. Но ваша действительно предрасположенность, вот вы идете и что-то поправите. Так просто машинально что-то поправить, даже не думая об этом, это просто ваша суть такая. Вы любите уют, но и в то же время вы не консерватор. Чтобы так и все. Да, вы можете прийти к пониманию, что нет, не так там, либо ой, ладно, лишь бы все были живы-здоровы, это тоже ваше. Это нормально. Вы действительно человек, который заслужил свое счастье, и вы его будете получать. Вот с этой карты это 100%. Просто от бытового до психологического и до вселенского вот этого вот проявления вы сейчас на грани перемен. Нет, этот расклад не случайный. Семья, радость. Ну, по этой карте можно сказать, чувствуете себя вот иногда вот так, да? Что вы все можете, что вы всем нравитесь. Но это хорошо. Это же хорошо. Потому что у вас есть предел. Первая карта выходила с самого начала — это умеренность. А умеренность — это когда вы умеете не падать низко, но и не взлетать слишком высоко. Это как раз ваша жизнь. Память у вас, кстати, хорошая, но иногда забываете обычное слово. Бывает так, просто обычное слово. Ну, это значит, немножко есть, а если даже... Не хотела говорить, но, может быть, и немножко переутомления по вот этой карте. Иногда записываете себе то, что надо купить или куда сходить, лишь бы не забыть. Такое вот есть. И вы человек, который до конца своей жизни будете такая, какая вы есть. И вы реально, у вас сердце горячее. Горячее. Там много... уважение, много любви к людям. Иногда себя закрываете. Вот карты говорят с самого начала: себя любимую не закрывай. Ваша суть сейчас, вы уже держите все инструменты для успеха вот как будто в своих руках. Но иногда сомневаетесь, а будет ли у меня все это. Карта такая вот, ну, как бы далекое-далекое будущее. Да, можно так сказать. Это вот мужчина, женщина в далеком-далеком будущем вот вместе. Ну вот так вам еще ого-го сколько всего прожить по всем этим картам. Но вы как будто бы вот, ну вам хорошо будет. Вот отсюда я даже не знаю еще. Я, конечно, совсем уж далеко там не буду ничего рассказывать, потому что должны быть какие-то и интриги в жизни, да, должны какие-то сюрпризы быть. Но основную базу, чтобы это все действительно вернулось на свое место в вашу жизнь, вот хорошее, да, я вот скажу. И в следующих раскладах тоже буду говорить какие-то зацепочки, может быть, да, нужные. Вот. Вы сомневаетесь,
есть. Вот эта карта как раз-таки говорит вот по первым картам, когда я сказала, там император выходил, и то, что вы не мужчина. Если вы мужчина, вы не такой мужчина, как себя представляете. Вы намного интереснее и лучше. Если вы женщина, вы выше мужчин, которые были в вашей жизни. Еще раз повторюсь, вы доминант. Да? Если вы мужчина, который где-то сомневался, может быть, какие-то комплексы появились, все отбрасываем. Вы действительно тоже доминант в этой жизни. Это очень сильная карта. Это и говорят вот эти карты, что вы в каких-то вот этих вот, образно говоря, инструментах для успеха в свою жизнь, да, вы сомневаетесь в их силе. Почему так? Уныние, есть сомнения, вы сомневаетесь. Почему? Что делать? Ярость, потому что устали от зла, устали от каких-то нервотрепок, устали, и хочется выкричиться и разбить что-то. Вот иногда так бывает. Была ревность в вашей жизни, была. Но опять же скажу, это не ваше. Были марионеткой у кого-то. Неприятно очень. Вас давно кто-то за спиной назвал, вот по вот этой карте вижу, давно тепличным растением. Почему так? Почему мне это пришло? Вы слишком открытая, честная и всепрощающая были, да, давно. Сейчас и ненависть прошла, и ревность, и переживания. Все многое, что пережили. И марионеткой были. Но здесь... А почему у вас действительно теплично? Знаете почему? Потому что вы не от мира сего, видимо, для людей были. Потому что вы были открытые, веселые, радостные. А тепличное растение — это реально, когда ты в любви растешь, либо с большим-большим сердцем любви. Вам завидовали, и да, могли обозвать. И для них это было как обзывание. Для вас, я скажу, это наоборот комплимент. А для них они, да, хотели обозвать именно так. Может быть, немножко другими словами, но что-то в этом роде было такое. Кто-то из вас занимается медитацией иногда. Кто-то из вас выпивал много. Кто-то из вас выпивал. И произошло перенасыщение, пересыщение вот такое вот. Это значит, что карты говорят, все, вот в этом точно закрывайся, ты уже прошла. Тот слабый путь, который больше не повторится. Вот эти две карты. Опять же говорю, общий расклад не для всех, но, возможно, для кого-то очень важно это будет. Вот пришло уже все, пресыщение, карта пресыщения после этой. Это значит все, заканчивай. Потому что или закончила уже, и как раз вот идет открытие к новым возможностям, горизонтам. Пророчество от вашей судьбы сегодня, оно реально врывается в вашу жизнь. Самое-самое-самое весомое в этом раскладе, я говорю, я увидела как будто бы молекула, которая в вас меняется. Я не знаю, что это обозначает реально. Я просто это вот вижу как кусочек энергии. Кусочек энергии. Вам судьба дает даже знаки растормошить вас, что все не так плохо,
что сейчас идет перестройка какая-то, да, или что-то. Но это временно, это очень быстро закончится. Это действительно вы очень многое пережили уже. Вы несколько лет, даже могу здесь сказать, по вот этому видению, что я сейчас вижу, вы несколько лет в каких-то клетка, как напряженной ситуации, давайте я так скажу, потому что мне как будто вот клетка, образ такой, и оно вот так вот сходится, и хочется дышать. Это опять же только визуализация, представление расклада, да? Вот, но у каждого своя доля, своя ситуация жизненная, где-то люди, где-то еще что-то. Но однозначно лопаются струны и отлетает стенка клетки, и вы из нее выходите. Недаром я здесь увидела в самом начале дверь со скрипом. Вы меняете суть событий, вы меняете понимание, и это понимание приносит вам больше хорошего и результативного. Вот так. В вашей жизни праздник. Кстати, скоро будете праздновать что-то. В вашей жизни реально, вот, а вы давно не праздновали, да, вот так, чтобы отпраздновать что-то с таким интересным, не знаю, там, ярким светом, миганием, не знаю, светомузыкой, песнями. Вот давно, наверное, да, такого не было. Или давненько, просто скажу, да. А вот скоро какой-то праздник праздновать будете. А самое главное, вот по этой карте, душа ваша наконец-то как бы отдохнет и порадуется. Да, день рождения может у кого-то, может кто-то на свадьбу будет приглашен, может у вас свадьба у кого-то будет, кто смотрит сейчас расклад, да. Так что праздник скоро, очень скоро будет. Где-то вы были в компании на днях, но хотелось бы поярче, чтобы было, и поэтому немножко не так все прошло, как хотелось бы. Но знайте точно, что это первый шаг к большим переменам. Если вы были в какой-то компании, посидели, пообщались, где-то расслабились даже, да, это большой плюс. Даже если вам кажется, что это мало, и что это типа не так. Это большой плюс. Так, если у кого день рождения, с днем рождения. С наступающим, либо чуть-чуть прошедшим, да, вообще с днем рождения. Такое. Душа ваша хочет погулять, да, можно и так сказать, развеяться, крикнуть в пустоту через целое поле. Вот такое я здесь вижу. Но у вас есть страх, а страх уходит. Вы как вуаль сбрасываете темную с себя. Угу. Идете в гармонию с собой и со своими надеждами. У кого-то из вас будет, вы помиритесь с человеком, либо встретите нового. О, какая карта идет. Такая вот 110-й аркан, гармония. Страх. Страх перед переменами, да, возможно, у вас такой есть. Хотя, по-моему, он ушел уже давно, этот страх. Романтика у кого-то. Ну, есть какой-то страх. Но он ушел или уходит. Ну-ка, сейчас Луну возьму. Если по поводу страха, пусть Луна скажет. Чистая вода, очищение. Книга судьбы открытая и переписывается. Денежки, рыбки такие, да? И вы княгиня. Слушайте, даже из вот этой ведьминской колоды, да, прекрасные карты вышли для вас. Нет, страх, ну, естественно, человек умеет бояться. Ну, куда без этого? Это его чувство. Но страх перед переменами, он уходит, вижу здесь. Да, у кого-то привычка жертвовать собой ради других, это тоже уходит.
У кого-то так, ну потому что марионетка выходила. Это было нужно раньше сделать, но сейчас это обязательно проходит, потому что оковы в этой клетке, они просто срываются. Знаете, главное пророчество вот всего этого расклада, да, это в ближайшие дни, в ближайшие месяцы, недолго, не год там и несколько лет, нет. Дни, месяцы, да, там, может быть, полгода максимум. Вам поступит предложение какое-то. Руки и сердца, либо встречаться. Может быть, по работе. По работе вы будете радоваться, наконец-то. И предложение вас очень порадует. По работе. Как вначале видела и вижу до сих пор, если честно, как за границу, вот вы, может, за границу области всего лишь, но вы куда-то едете. Вот я вижу вашу дорогу, реально вижу открытой эту дорогу. У вас получится, и вы будете довольны. Мысль. Ага. Придет какая-то мысль в вашу голову, и если это будет важное что-то, не рассказывайте. Воровство может произойти. Ваши мысли, ваши идеи, ваших планов по вашей работе, по отношениям не рассказывайте, чтобы не было воровства. Да, есть завистники. Есть завистники. Их карма нас настигнет. Их обязательно карма настигнет, которые рушили вашу жизнь и лезли вечно. Ой, тут марионетка, здесь марионетка. Это они теперь марионетками будут по жизни у кого-то или у чего-то. А вы сила. Вы сила и процветание. Даже в этой колоде карты, как говорят, ну, книга судьбы вышла с чистой водой. Сильное пророчество. Кстати, еще кое-что я вижу. Сейчас возьму опять этот аркан, то есть этот оракул. Мысли, да, мысли будут в вашей голове. И кое-какие мысли даже покажутся вам безумными. Либо ваши планы, мысли, но что-то такое вот внутри, как загорится, да. Но не отказывайтесь. Не отказывайтесь. Это реально идет после пережитого, как карта похмелья, конечно, да. Но если это перевернуть больше на духовное понимание, послание от Вселенной, да, то это как выздоровление. Да, тяжело, да, где-то болит, но вы выздоравливаете. Да, не отказывайтесь от того, что вам придет. Это как раз-таки тот поворотный момент, который у вас на пороге уже. Судьба требует от вас смелости. Не грустите. Грусть — это не ваша, потому что она до стресса может довести. Не грустите, больше радуйтесь и смейтесь. Просто обычным моментом жизненным. Грустно, фотографии пересмотрите. Хорошие только, да, которые радуют. Может быть, книжку перечитайте, может быть, сериал какой-то пересмотрите. Но грусть вас введет опять в стрессовую ситуацию. Карты подсказывают, потому что судьба требует от вас смелости. И в ответ она даст вам власть над ситуацией. И уже никакие враги там или какие-то, не знаю, ведьмы, да, образно говоря или четко говоря, прямо говоря, не смогут вам помешать. Ну, завистники и все такое. Да, она дает вам власть над ситуацией, о которой вы мечтали. Которой вы мечтали. Вам пришлось пережить и боль, и разочарование, но вы идете в нормальное что-то, как освобождаетесь от боли,
освобождаетесь от предательства, от каких-то сплетников и идете в нормальное, светлое свое. Так, карты, что еще вы скажете? Так, я отложу, дальше открывать буду. Какой у вас ключ? Вот я клетку видела, вот ключ. Что за ключ? Гадание. Этот расклад, ваш ключ. Ну, ответ как бы четкий. Этот расклад или информация от Вселенной через этот расклад — это ваш ключ. Перестаньте искать знаки, они сами к вам приходят. Знаете, почему так? Я вижу, чтобы вам вот понятнее было, и вот карты захотели сказать. Перестаньте искать знаки — это когда ты ищешь реально знак, как сказать, чтобы кто-то подмигнул, кто-то что-то проявил, где-то что-то свалилось, упало, даже локтем ударились. Вы их ждете, эти знаки, а не надо их ждать. Они тут же сами придут, и вообще ты будешь в шоке. Да, знаете, вот карты говорят, ты зацикливаешься иногда на какой-то просто мелочи. Расклад сказал про знаки. А вы их ждали? Скорее всего, нет. Кто как скажет, да? Ну, в комментариях напишите. Вы ждали в раскладе, что расклад скажет про знаки? Про ту дверь, про пищу, да, вот знак. Расклад сказал, но вам не нужно самой зацикливаться над этим. Вы услышали, вы поняли, приняли. Все, идем дальше. Но если больше говорить, то не обязательно даже эти знаки. Не зацикливайтесь на том, что уже было, потому что жизнь, я еще раз скажу, у вас меняется на подсознательном уровне, ну вы, жизнь ваша, да, и вы это открывать будете постепенно для себя. Не зацикливайтесь на открытой какой-то информации на сегодня. Вот пришла подсказка, прекрасно, все, порадовались, идем дальше, уверенные, что жизнь, здоровье на вашей стороне. Да это же самое главное. Об этом карты хотят сказать. Это, кстати, я себе не имею права гадать, мне бабушка говорила. Вот. Но когда я вам делаю расклад, я кое-что для себя тоже беру, потому что это как бы не от меня идет, это посыл от Вселенной для вас. И я слушаю его, поговорю для вас, но и для себя тоже что-то отмечаю. Так что я с вами, реально. Ну, сказала. Не знаю, надо было с вами так говорить. Я говорю, как будто мы на одной кухне сидим, чаек пьем. Так, дальше, что еще тут? Очень страстная любовь к вам идет, реально. Страстная любовь. У кого-то из вас будет выбор через слезы. А знаете что? Еще хочет сказать этот расклад. А вы сами тот знак, для кого-то. И вас что-то ищет, кто-то ищет. Вы именно то, что кто-то ищет. То, кого кто-то ищет. Но выбор за вами всегда. Мужчина в треугольнике из прошлого, он сейчас плачет, потому что когда-то плакали вы.
Может, он и сейчас в треугольнике, еще в одном. Может быть, через то, что он сделал, он попал в эту ситуацию. Но он сейчас плачет. Да, у кого-то может быть встреча с этим человеком, а кому-то уже из вас и не надо. Но в вашу жизнь идет мужчина, который очень сильно будет вас любить и просто никому не отдаст, не отпустит. По-любому выбор за вами в этой жизни. Не вас выбирают, вы выбираете. А если вас выбирают, то только потому, что вот больше не отпустят. Потому что наконец-то увидели то, что сами мечтали. То, о чем сами мечтали. То, о ком сами мечтали. Такое идет. А знаете, что еще? Сейчас я пару карт еще вытащу. Ого, есть. Есть грех, шрам и соблазн. Но соблазн больше как восстановление себя, эта карта говорит. Ну, чтобы и себе тоже нравится, да. А шрам — это прошлого, а грех — это как раз то, что должно вас обходить, но и в то же время, если это хорошее что-то, да, то оно будет с вами. Знаете, эта карта тоже, она немножко двойственная. Карта греха. Но грех, серьезный, настоящий грех, это не про вас. А вот есть ситуации, где вам кажется, что вы неправильно поступили, а судьба говорит: ты нормально все сделала, а по-другому нельзя было. И вот здесь, смотрите, давайте я вам скажу маленькое очищение. Повторите. Да, здесь получается, сделайте вдох и выдох. И почувствуйте, что вот этот расклад, это пророчество от судьбы вашей, да, оно уже начало сбываться. Знаете, вы его уже чувствуете, если честно. Но вот это покровительство высших сил, оно сейчас, зациклено на прошлом, но хочет оттуда вас вывести. Так и есть. Смотрите, говорите слова. Вдохните, выдохните. Силы вышние. Так, подождите, сейчас настроюсь, чтобы это реально было сильно. Силы вышние. За спиной стойте, щитом кройте, пути равняйте, волю мою исполняйте. Да будет так. Силы вышние. За спиной стойте, щитом кройте, пути равняйте, волю мою исполняйте. Да будет так. Силы вышние. За спиной стойте, щитом кройте, пути равняйте, волю мою исполняйте. Да будет так. Все. Это чтобы распрощаться с прошлым, потому что новое, красивое идет в вашу жизнь. И вам реально надо просто уже открыться перед этим. Потому что боль прошлого — это не ваше. Это все как возврат слезами на ваших врагов идет. Слезы на ваших врагов. Нечего, хочется сказать серьезно, нечего было какой-то змее вокруг шеи обвиваться, да? Ничего, змея свое получит. Вы идеал. По работе будет очень даже неплохо по этой карте. Мужчина в вашу жизнь идет. Ну, если мужчина смотрите, значит, очень хороший, может быть, профессионал какого-то дела, друг, у родственника что-то получится, тоже вот так, да. А если мужчина смотрит, то для вас вот женщина по судьбе. Вот.
А женщины-девушки для вас мужчина, а вы идеал. Вот так, да, на работе хорошо. Нежность, нежность, радость, вот такое вот. Если хочется дома, то вы дома будете величием и идеалом. Если хочется больше уже как бы из дома выйти и не быть постоянной домохозяйкой, вот, открывать двери уже с ноги будете. Вот уже вот сейчас. Так, в принципе все. Давайте-ка я еще одну колоду возьму. Напоследок посмотрим. Потому что я еще вижу здесь еще кое-что, в общем, да? Сейчас посмотрим. Надо, не надо, сейчас посмотрю, что за карты выйдут. Это я беру Ленорман. Сиреневый сад называется. Сейчас. О, видите какой. Это сила ваша, приходит здоровье. Ребенок, солнце и перекресток, о чем я и начинала в самом начале. Все-таки с всей колоды вышла эта карта. Прямо вот в конце. Так, наконец вы действительно заканчиваете проходить какие-то кармические, вот по этой карте, кармические уроки. Вы развязываете кармические узлы. Вы вступаете в более счастливый, нормальный мир своей жизни. Достижение гармонии, завершение сложной ситуации идет в вашу жизнь. Солнце, ребенок. Ребенок – это душа. Солнце, ну и радость за детей, да. Солнце – это когда после темной ночи наконец-то становится светло. Медведь – это сила, закон, который на вашей стороне. Это ваши предки, которые тоже вот как бы как защита для вас стоит. Вот. В вашу жизнь приходит уважение, величие, сила духа. И вы авторитет, скажу так, для многих. Особенно если вы преподаете, либо там что-то от себя тоже рассказываете. Вы авторитет. Этим можно гордиться. Сложная ситуация завершается. Именно, кстати, так, по вот этой карте, это сильная карта, как вы и хотели. Так, вам нужно, по перекрестку, хотя здесь, выбор, да, так можно сказать. Такая карта, еще ближе покажу. Вам нужно отпустить, что-то отпустить, чтобы двигаться вперед. Если по всему раскладу это страх, непонимание и, может быть, какой-то комплекс. Может, какого-то человека. Вот это еще, да. Чтобы двигаться вперед. Потому что дорога открытая. Решение, выбор за вами, и он правильный. Есть люди, которые... Отличные карты выходят. Но есть люди, которые... Я сейчас другую колоду возьму. Я просто вижу людей и вот хочу узнать, это сейчас происходит или это уже было и все. Вроде как пытаются ваше счастье присвоить. Вот либо пытались, либо сейчас еще происходит. Я Луну возьму. Потому что здесь свадьба, здесь союз очень хороший, здесь преданность, обещания, в доме какие-то перемены, путешествия, опять же, по карте Аист. Лилии – это благородство, это ваша душа и покровительство, да, вот над всем и для себя. Достижения какие-то, и длинные жизненные такие вот, не знаю, дороги, да, вот такое. Карты просто превосходные из всей колоды. Но что-то есть, пытаются, или черная кошка, пытаются или уже ушли.
Уже никто не пытается. Подарок. Замок, ключ. Еще. Ну, с одной стороны, по звездам уже ушли, как бы звезды далеко. Кольцо тоже идет, кольцо. Кто-то очень... Медведь. Кто-то очень сильно хотел здоровье ваше забрать. Вот, силу вашу и любовь. Черная кошка первая вышла. Шабаш делали на вас. Были застои, были как гора, как будто бы вот с чем-то столкнулись, с непреодолимым, и было тяжело и плохо. Были слезы, были бездействия, но вы воительница. Вы воительница. Лиса. Сейчас. Отторжение идет все. Идет отторжение. Карта отторжения. Да, вам делали плохо. Карта отторжения говорит, что лисы, кошки черные, ну, если это в плохом понимании, то это уходит из вашей жизни. Вы любите животных. Вы любите животных. Сделайте себе подарок. Если у вас есть животные, просто обнимите свое животное. Если у вас аллергия, покормите на улице. Ну, бывает так, что домой не получается. Покормите на улице. Я просто вижу, что какое-то животное, оно как оберег для вас в жизни. По черной кошке как оберег, но и в то же время в черной кошке в глазах как будто бы есть такое, что и вам тоже плохая черная кошка дорогу переходила. Это ушло уже. Будьте внимательны в ближайшие дни. Вам подарят подарок. Вот он вышел, подарок. И вы должны будете ключом закрыть и не впустить в свою жизнь, в свой дом какое-то разрушение. Вот оно, отторжение. Да, вам будет подарок. Будете брать подарок, либо скажите, да не надо, там что-то вроде этого, да. Либо берите подарок, но всегда говорите, подарок беру, подклад оставляю. Аминь, да будет так. Сильно много такого, что-то вот прям магическое, сильное я не вижу. Шабаш есть, кто-то хочет сделать вам до сих пор плохо. Завистливых много людей. Кто-то хочет присвоить себе ваш дар, ваше счастье. Подарок беру, подклад оставляю. Скажите так. А так идет отторжение, это слава Богу. Тяжелая ноша одиночества, безденежья и закрытости у вас уходит. В вашу жизнь приходит любовь и семья. Любовь и семья. Дом, радость в семье, в доме. Ваш род, кстати, вашему роду завидуют. Идет очищение. Это прекрасно. Вашему роду завидуют, что вы из рода вышли крепкого и сильного. Иммунитет у вас против злых людей есть. Иногда, да, страдает, иногда слабоват, но есть. Сейчас вы должны взять в себя уверенность, что вы реально из сильного рода никто. Просто вот никто не сможет вам перейти дорогу. И да, черная кошечка вам не должна удачу принести, но только тогда, когда вы ее сами выберете. На улице черную кошку покормите, чтобы не кто-то вам подарил, чтобы она сама по себе прошлась где-то, да, от кого-то. А даже если вы будете идти, вам черная кошка реально в жизни перейдет дорогу, скажите, я не знаю, слова «привет», «беру только хорошее, плохое отдай обратно». Вот и все.
Вот и все. Потому что я не вижу такого, чтобы реальные животные вам сделали плохо. Наоборот, это ваша защита. А вот по поводу этой карты, это, скорее всего, образ черной кошки. Что кто-то, да, хотел типа сделать по поводу черной или как черная кошка, ну, перейти вам дорогу. А так нет, животные для вас как оберег, я вижу. Недаром медведи вышли. Все на сегодня. Итак, расклад слишком, наверное, большой получился, да? Но мне очень хотелось именно вот сказать то, что я вижу. Я уже перед раскладом прочитала слова волшебные, как всегда говорю, да, чтобы только правда шла и чтобы до вас доходила удача, а если кто-то что-то тут начинает мешать, портить, ломать или лезть, чтобы это все уходило в врагам, ворам и всем плохим людям. Нечего лезть. Вот. Это я говорила, да. До расклада. И после расклада скажу очищение для вас обязательно и для себя. Так что уверенность в вас — это самое важное на сегодня. Ну и все, по раскладу, в принципе, вы, думаю, поняли, что нужно сделать, что не нужно сделать. Вы, наконец, знаете, как будто нащупываете и нащупали правильный путь. И идет реально сильное покровительство высших сил. Связывается узлом добро и защита, а узел, ну потому что карта очищения вышла, а узел плохого, да, как тяжелая ноша, это наоборот уходит уже, как развязывается узел тяжелой ноши, но завязывается узел поддержки высших сил. Вот. Так, ну вроде бы все. Да, вроде бы все. На сегодня все. Ну давайте еще по сиреневому саду последнюю заключительную карту посмотрим, что она тут итоговая какая будет. О, ваш дом. Ваш дом счастья. Ну, что еще тут? Ничего больше не надо, да? Чтобы в доме было счастье, чтобы дом стоял крепким, и жизнь в нем кипела и бурлила стабильностью, уверенностью в завтрашнем дне, защитой. Но предки, вот этот дом, да, это действительно как предки силы, сильный род у вас. Сильный род у вас, и защита от него идет. Пусть будет все хорошо. Угу. Все, на сегодня точно все. Оставайтесь со мной. Еще, если карты еще будут говорить, какие будут показывать картины, эпизоды, все буду вам говорить. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на канал, кто еще не подписался, жмите колокольчик, чтобы сразу к вам расклад, как только выпущу, да, выставлю, сразу к вам приходил на телефончик или там на компьютер, где вы смотрите. Вот. И сразу будете знать уже, да, что там говорят высшие силы или ангелы или еще кто-то. Пишите комментарии. Вот. Не всегда ставлю лайки, да, но читаю. И не всегда, да, могу ответить на вопросы. Вот про вопросы ваши подумаю. Может быть, в сообщество написать, чтобы я на всякий случай прочитала и задала именно ваш вопрос на последующих раскладах. Как получится, как сама энергия будет. Если она открыта для какого-то определенного вопроса, я буду пробовать. Да, в сообщество, я думаю, может быть, выставлю какую-то картинку, вы напишите. Посмотрим. Пока не знаю, потому что нужно еще к этому быть и готовы. Я хочу по-настоящему, чтобы карты открывали. Не просто картинки, а визуализация была, чтобы я ее говорила. Это так, уже в конце расклада на всякий случай поговорила с вами. Ну, давайте расходиться на сегодня, да? Вот, сейчас чашечки от чая помоем, вот, и будем отдыхать или работать. Счастья вам огромное, здоровья крепкого, увидимся, услышимся на связи, да? Все, всего хорошего.